I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Шокирующие новости пришли из Москвы. Два самых громких имени в мире к-поп, Тэхён и Чингук, внезапно стали центральными фигурами национального развлекательного телешоу. Российские СМИ неожиданно выпустили специальный сюжет, посвященный глобальному влиянию BTS, и неожиданно основное внимание было уделено двум фигурам, которые неизменно приковывают к себе внимание всего мира – Ким Тэхёну и Чон Чингуку. Новость мгновенно произвела фурор в интернете. Российские армии ринулись в комментарии в своих социальных сетях, выражая гордость и восхищение двумя корейскими айдолами, которые сейчас приковывают к себе внимание Москвы. Все началось с 5-минутного эфира российского культурного новостного канала. В нем местные журналисты обсуждали, как корейская поп-культура стала значимым явлением в Восточной Европе. Но неожиданным стало то, что они особо отметили выступление Тэхёна и Чингука на мероприятии Love UAW 2025, назвав его символом роскоши, элегантности и необыкновенной артистической привлекательности. Их внешность, то, как они шли по красной дорожке, даже их взгляды, встретившиеся на сцене, все это было подробно проанализировано СМИ. И уже через несколько часов имена Тэхёна и Чингука мгновенно возглавили топы популярных тем на русской версии платформы X. Эти двое не просто певцы, они представители мировой культуры, написал один московский колумнист, специализирующийся на развлечениях. Эта фраза стала вирусной среди поклонников. Российские армии тысячи раз поделились статьей, отметив, что это первый случай, когда крупная российская СМИ публично признала обаяние дуэта BTS. Один из российских фан-клубов даже написал: «Мы не ожидали, что федеральные СМИ так тепло о них расскажут». Тэхён и Чингук по-настоящему покорили сердце россиян. Но на этом все не закончилось. Несколько российских развлекательных онлайн-порталов начали обсуждать, как этим двум айдолам удалось покорить аудиторию разных поколений. Тэхён известен своим загадочным и элегантным обаянием, а Чингук пленяет сердце своей молодой энергией и мощной харизмой. Этот дуэт назвали «очень русским», он гармонично сочетает элегантность и силу, две черты, которые так ценит российская публика. Российские фанаты начали создавать видеомонтажи, комбинируя фрагменты их выступления на Love UAW 2025 с классическими русскими песнями. Что же получилось? Видео стало вирусным. Сотни тысяч зрителей посмотрели его и оставили восторженные комментарии, например, они выглядят как персонажи российского фильма «Живущие в наши дни». Вскоре их заметили известные российские инфлюенсеры в ТикТок и ВКонтакте. Многие выразили свое восхищение стилем Тэхёна, который они описали как европейскую аристократию, и спокойствием Чингука, которое делало его загадочным и одновременно очаровательным. Один российский создатель контента даже сказал в своем видео: «Когда я впервые увидел их на мероприятии, я подумал, что они международные модели, а не певцы. Но оказалось, что они легенды к-поп. Они другие». Это заявление сразу же вызвало поток тысяч комментариев от ARMY со всего мира, которые были горды и тронуты. Не только их внешнее обаяние сделало их такими популярными. Российские СМИ также отметили профессионализм и дисциплинированность этих двоих после службы в армии. Тэхён и Чингук теперь выглядят более зрелыми, взрослыми и излучают ауру настоящих лидеров, написала одна московская газета. Один российский обозреватель поп-культуры отметил, что Тэхён и Чингук успешно привнесли азиатские ценности трудолюбия в западный мир развлечений. Они считаются примером того, как искусство и преданность делу могут объединять нации без культурных границ. Тем временем на платформе X хэштег решетка Тэхён подчеркивание и подчеркивание Чингук, по-русски Тэхён и Чингук, взлетел на вершину трендов. Тысячи российских армий поделились фан-артами, видеомонтажами и даже длинными постами о том, как эти двое вдохновляют их в повседневной жизни. Один из популярных постов гласил: «Когда мир холодеет, улыбка Чингука и взгляд Тэхёна согревают наше сердце. Они не просто айдолы, а источник вдохновения для всех нас». Некоторые фанаты даже устроили небольшое мероприятие в центре Москвы, чтобы отпраздновать вирусный успех дуэта. На знаменитом оживленном Арбате группа российских армий зажгла фиолетовые лайтстики, исполняя песни «Still With You» и «Sweet Night».
Этот момент запечатлел местный журналист, и видео мгновенно стало вирусным по всему миру, продемонстрировав, как любовь к BTS действительно преодолевает географические и языковые границы. Примечательно, что некоторые российские СМИ стали называть Тэхёна и Чингука иконами современной культурной дипломатии. Они несут не только музыку, но и послание мира и дружбы между народами. Основатель известного российского сайта о культуре. Это заявление символизирует значительное влияние дуэта на культурные связи между двумя странами. Тем временем, армии из других стран также были тронуты энтузиазмом российских фанатов. Многие написали сообщения поддержки: «От Индонезии до России мы разделяем одну и ту же любовь к BTS». Казалось, весь мир был объединен одним языком, любовью к музыке и настоящей дружбой, которую разделяют Тэхён и Чингук. Этот феномен в очередной раз доказывает, что Тэхён и Чингук больше, чем просто артисты. Они — мировые символы, способные объединить сердце миллионов людей по всему миру, даже в такой далекой стране, как Москва. От Сеула до России, от сцены Love UAW 2025 до сердец их поклонников, их обаяние продолжает резонировать и никогда не угасает. И теперь возникает главный вопрос. Это начало их нового глобального проекта? Или только начало еще большей волны популярности в Восточной Европе? Одно можно сказать наверняка: весь мир наблюдает за ними, и российские ARMY уже влюбляются в них сильнее, чем когда-либо. После того, как специальный репортаж из Москвы стал вирусным, эффект распространился по всей России. Крупнейшие СМИ быстро подхватили этот феномен. От РИА Новости до «Комсомольской правды» имена Тэхёна и Чингука внезапно появились в статьях о попкультуре. Некоторые даже дали им новое прозвище. Дуэт, преодолевающий границы. Эта фраза сразу же нашла отклик в российском интернете, символизируя то, что К-поп стал частью повседневной жизни. Одна из статей в The Moscow Times вышла с броским заголовком: «Не просто музыка, Тэхён и Чингук — универсальный язык». В своей статье молодая российская журналистка Елена Дмитриева рассказала о том, как двум корейским звездам удалось преодолеть культурные границы, которые долгое время считались непреодолимыми. Она написала: «Улыбка Тэхёна могла растопить холодную русскую зиму, а взгляд Чингука излучал тепло, которое невозможно описать словами». Эта цитата стала вирусной в российском телеграм-сервисе и была переведена на десятки языков мировой армии. С каждым днем о них писало все больше российских СМИ, от блогов и модных порталов до радиостанций. Известный диджей Катя Иванова даже включила «Still With You» в своем утреннем эфире в Москве и сказала: «Эта песня успокаивает, как теплые объятия зимой». Этот момент стал вирусным. Тысячи слушателей оставили комментарии, признаваясь, что услышали песню Чингука впервые и мгновенно влюбились. С каждым днем становилось все очевиднее, что Тэхён и Чингук преодолели границы мейнстримной популярности. Теперь они были не просто музыкантами, а частью российского общества. Молодежь подражала их стилю, взрослые восхищались позитивным посылом их музыки, а СМИ называли их символами гармонии между народами. От Москвы до Владивостока, от новостных статей до экранов телевизоров, имена Тэхёна и Чингука продолжали звучать. Российские ARMY продолжали поддерживать их, в то время как весь мир наблюдал, как эти две корейские звезды покоряют сердце заснеженной страны. И теперь возникает главный вопрос. Приведет ли все это внимание их лично в Россию? Могут ли Тэхён и Чингук действительно планировать визит или проект в Москве? Все это пока остается загадкой, но одно можно сказать наверняка. Любовь российских ARMY к Тэхёну и Чингуку слишком глубока, чтобы ее угасить. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign.